У нас в советское время фильмы на зарубеж практически не шли. Мы получили гран-при де жюри, главную премию жюри на Каннском фестивале. Кроме того, мы получили еще премию католической и протестантской церкви, что, конечно, тщательно скрывалось в советское время. Что позволило купить этот фильм всем протестантским и католическим. То есть как бы церковь так неназойливо предлагала, говорит, вот мы оценили этот фильм за его божественность. И вот этот фильм был куплен во многих странах мира. Только я побывала в 42 странах мира с этим фильмом. Везде фильм смотрели со слезами на глазах. Андрей очень сложно снимал все свои фильмы. В тот момент, когда мне нужно было сыграть самую страшную сцену картины, это размораживание, когда меня покрывали вот этим составом из льда, который специально сделали на Мосфильме, создали и проэкспериментировали на мне, выживу ли я. Значит, это был состав, который на мне кристаллизовался. Было достаточно так непросто в этом находиться, тем более размораживалось это простым способом. Ведро воды на меня, значит, наливали, я размокала. А выдержу ли я или не выдержу в этом гриме, так называемом, несколько секунд, мне нужно было все-таки не дышать, я труп. Значит, рубашку мне сделали, намочив ее в сахарном растворе, чтобы вот, ну, как лед. Впивалось тоже в кожу все это хозяйство. Положили на металлический пол. Замечательная декорация. Миша Ромадина там была. Значит, надо мной Дик. Это вот не вот это легкое освещение. Дик, вот так вот. Я должна была лежать вот с открытыми глазами и несколько секунд вообще не дышать. А общаться я могла, так как рот скован, все, я не могу же не говорить, не шевельнуться, потому что это как металлическая маска, вот страшная вещь. И если бы я вот так вот рассмеялась или что-то, у меня бы вот здесь все порвалось. Это все, это нельзя было. И я общаюсь с режиссером руками. Там мы сговорились, да, нет. Он мне говорит, ты выдержишь минуту. А я вообще-то ныряльщик. У меня очень хорошая задержка была. Я говорю, выдержу. Я выдержала где-то минуту с чем-то. Не дыша, вот в этом положении открытых глаз, значит, сняли наезд, отъезд. И Андрей, забыв, что меня еще не разморозили, значит, нагнулся, говорит, молодец, Егорочка-то моя. У меня поползла уже улыбка, ну, я была просто себя. И я вот так взяла, чтобы спасти себя, на себя стоящее ведро прямо опрокинула. И все, я размокла. Но я потом ему все сказала, что я о нем думаю за эту съемку. Были, конечно, и смешные моменты. Один из них связан, когда я в сценарии прочла, что мне нужно проходить сквозь бронированную дверь. Я думала, какой-то комбинированный кадр. Привезли дверь. 2 двери привезли, сконструированные специально. Значит, плоскость такая была серьезная, я должна была ее с собой пробить. Но тоже было это неизвестно, пробью с собой, и мне перочинным ножиком с этой стороны подрезали. Это фольга металлическая, там асбест. И вот, значит, да, кстати сказать, у нас замечательная, самая лучшая в мире кинематографическая кровь. Ноу-хау. Варенье клюквенное. И вот этим вареньем меня начинили, значит, разрезы сделали, все у меня. Коротенькая рубашечка Донатаса, и я должна сквозь эту дверь пройти. И по несчастью, я, видимо, мало собралась с духом, я в этой двери застряла. И ни туда, ни сюда, по частям меня оттуда вытащили. Я испортила дверь. А мы снимали 1 к 1. Кодека не было. Я этот кодек потом покупала за собственные деньги, чтобы мы завершили работу. Это было невозможно. 1 к 1. У Андрея аж усы подскочили, что вот испортила кадр, испортила все. И вторую дубль-дверь поставили, и слышу, Наталья, давай сквозь дверь. Я разбежалась и как по маслу, значит, мимо режиссера, мимо Андрея. В общем, все сняли мы. Однажды в каком-то городе русском я перед тем, как выйти на сцену, по-моему, я «Солярис» как раз предваряла,
Смотрю в зеркало, и вдруг на меня смотрит Андрей и улыбается загадочно. Только потом я поняла, что портрет его висел, очень хороший, чуть-чуть затемненный, вот как вот бывает портреты, знаете, живые. И он отражается в зеркале. И как бы меня благословляет на этот путь, вот, на выход к зрителям. Все, что дал мне Солярис, это, конечно, навсегда, навечно. Ну и думаю, что у нас главная встреча еще впереди.